Всем привет! С апреля месяца мы реализовали накопившиеся идеи. Почнут получился очень насыщенным на контент, в частности улучшение механик заработка, разновидность работ, бизнесов, а изюминка на торте стала улучшение РП-составляющей. Рекомендую досмотреть ролик до конца, чтобы вникнуть во все механики, дабы не потеряться среди нововведения. Ладно, не буду больше тянуть, погнали! Новое приложение «Рейтинг фракций» собирает все интерактивные данные группировок сервера, аирдропы, копты, убийства, активированные страховки, продажа валюты, наркотиков, их крафта и прочее, и суммирует полученные очки. Плагин тестировался в пассивном режиме последние несколько месяцев во время большого онлайна для калибровки, выдачи, снятия рейтинга. Теперь готов к работе, хотя есть риски, что статистика изменится в связи с публикацией плагина, приоритетами игроков. Лидер фракции может оставлять публичный комментарий во вкладке своей группировки. Станьте ведущей фракцией сервера. Новый вид бизнеса в прилавке. Во многие города штата добавлены специальные платформы с 5 слотами для портативных витрин прилавков. В администрации, город Стратфорд, помимо лицензии на ферму СТО и личное дело, можно приобрести сам прилавок. После установки на платформу хранилище стоит заполнить предметами на продажу, после чего использовать на него анимацию Point, откроется специальное UI-окно, где владелец сможет настроить цены каждого товара из хранилища. В телефон мы добавили приложение, в котором отображается список и полезная информация по каждому вашему прилавку. Максимальное количество таких витрин на игрока 2. Важно понимать, что открывать хранилище прилавок, забирать и складывать предметы может каждый игрок из группы, однако настраивать цены только владелец. Также каждый прилавок облагается налогом в 25 экспы, поэтому не забывайте проверять приложение с налогами. Стоимость топлива за 500 единиц, маленькая канистра, выросла с 7 до 8 экспы. Еще один новый вид бизнеса – автозаправочные станции. В администрации штата, по аналогии фермы собственного дела автомастерской, можно приобрести бокс с лицензиями, предметы баррикаду для АЗС. Мы переделали здание заправок, и теперь у каждой есть небольшой склад для игрока. Там же стоит NPC, продающий буровую установку, хранилище, которая устанавливается на территории заправки и заправляется углем для работы, чтобы приносить вам прибыль с проданного игрокам топлива в штате. Прибыль делится между всеми владельцами заправок, у которых есть буровая установка с углем. В телефон добавлено соответствующее приложение, где можно прочитать основную информацию, посмотреть ваш доход и перевести его на свой личный баланс. Добавлены стаки угля X10 и X100, также появились в продаже строительного магазина. Добавлен фракционный планшет со множеством удобных функций. Больше никаких команд. Устройство выдается в самом начале вместе с телефоном, в случае чего его можно купить в строительном магазине в разделе электроники. Пока что мы добавили наиболее востребованный функционал с переработанными механиками, а именно выдача штрафов, розыск, аресты, недвижимость, управление составом фракции и выгрузка логов. Да, мы переработали вышеперечисленные механики полиции. Давайте подробнее. Теперь все штрафы автоматически выдаются и фиксируются в планшете. В телефоне появилось отдельное приложение, которое уведомляет игроков о получении штрафа и позволяет его оплатить. 50% суммы идет на счет полицейского, выдавшего санкцию, остальная часть в налоговый банк губернатора. Средства начисляются и офлайн. В случае ошибочного или необоснованного взыскания адвокаты имеют доступ к журналу выданных штрафов и могут подать апелляцию на их пересмотр. Розыск также потерпел изменений. За убийство игроки больше не получают звезды. Вместо этого в профиле игрока делается пометка о подозрительных действиях. Сотрудник полиции при проверке может зафиксировать нарушение и выдать приоритет розыска. Максимальный приоритет 5 звезд позволяет полиции узнавать расположение разыскиваемого, конечно, если тот на сервере. Раздел заключенных говорит сам за себя и показывает список арестованных в данный момент игроков, время их ареста, причину, а также базовое управление их заключением, открытие инвентаря и снятие заключения. Почти все команды Jail вырезаны, осталось только Jail Time, показывающий оставшийся срок. Камеры заключения удалены во всех городских участках, кроме полицейского департамента. При аресте игрок попадает в случайную из 2 камер. И важный момент, и теперь, чтобы отправить игрока за решетку, обязательно нужно, чтобы на нем были наручники, поэтому будьте внимательны. В противном случае появится ошибка, вы не можете это сделать. В разделе недвижимости можно найти список имущества любого игрока и его расположение. Управление фракциями. Больше не обязательно использовать команды PG для управления составом. Теперь все делается через приложение с полным списком званий фракций и их участников. Есть возможность принимать новых игроков, менять их звания, повышать, понижать, увольнять, а также оставлять лидерские заметки об участнике до одной на лидера. Кроме того, даже обычные игроки могут смотреть свой состав и профили союзников. Постарались реализовать максимально понятно и удобно. И кроме того, хочу сказать, кто уже привык к командам PG, мы их оставили, поэтому можете продолжать пользоваться штатно, как и до этого. Выгрузка логов для администрации.
Удобные списки и кнопки выгрузки прямо в Discord. Никаких сложных команд. Я думаю, боже, слава богу, мы нашли какое-то местечко, куда засунули этот функционал. Мне, если честно, было очень жаль администрацию. Постоянно нужно было выписывать точное имя лога, а там логи называются не то, что просто там Rocket или Damage Barricades. Нет, там еще есть какие-то приставки в цифрах, в датах, и, это все очень сильно замедляет процесс. И, кроме того, мы ускорили выгрузку. Теперь не нужно ожидать 10 минут на выгрузку каждого лога. Теперь общее КД 30 секунд. Изменена механика производства метамфетамина и солей. Бокс с кристаллами крафтится как и раньше, но теперь его нужно сушить. Достаточно установить в любое место, подождать 30 минут и собрать готовые пакеты для продажи. Дело сбалансировано и должно приносить хороший доход. Однако стоит понимать, что незаконная деятельность карается конфискатом и штрафами. Марихуану и табак мы также не обошли стороной, переделав принцип выращивания. Грубо говоря, теперь данные культуры нужно растить дважды. Первый раз для сбора свежих листьев, второй для сушки, сбора сухих и их продажи. Стоит учитывать, что часть выросшей марихуаны может оказаться сорняком 20-25%, но стоимость их продажи барыги существенно увеличена. Стоимость покупки наркотиков у барыги Кельвина существенно выросла. Мы делали это для того, чтобы мотивировать игроков делать наркотики и продавать их, возможно, через прилавки. Потому что, кто помнит, наши наркотики дают определенные визуальные эффекты, поэтому это очень интересно. Рыбалка обновлена. NPC-рыбаки адаптированы под последнее рыбное обновление Unturned. Много новой морской еды. Некоторые квесты рыбаков были также адаптированы под новое морское разнообразие. Исправлены некоторые баги с телефоном. Также сильно оптимизированы звонки. Кодовая часть. Исправлена кирка археолога. Теперь можно добывать глину. Также ей и топору археолога увеличен урон по ресурсам со 135 до 175, что очень существенно напротив 100 у ванильных. Исправлен админ Tools. Ваниш администрации работает корректно. Исключены случаи, когда только подключенные игроки видят оболочку персонажа админа. Редактирован License Taxes. Текст лицензии на недвижимость бизнес больше нельзя редактировать. При установке записывает никнейм владельца. Также снять лицензию теперь может только сам владелец, даже если состоит в союзной группе. Стоимость багажника увеличена с 2 до 6500 экспы. Рейлинг с 1750 до 2500. Возвращен функционал тележки. Наконец-то, кто помнит, поставьте лайк! При экипировке в руки расширяют слоты рук до 12 на 7 ячеек. Можно приобрести в любом гроссер. В автомастерскую Саймона Шарлоттаун добавлена машина Saab S900 91 года в разных раскрасках. Кабриолет бюджетный на уровне Нивы, ВАЗа и подобных авто. Старая Mercedes-Benz 6х6 удалены из Стратфордского автосалона. По инициативе заказчика Kit на замену в раздел пикапов пришли автомобили Raptor 6х6 в нескольких раскрасках. Большие и практичные авто по адекватной цене. Исправлен виртуальный гараж. Теперь не ломает отображение предмета из хранилищ с параметром Display. Надоела рутина на шахте? Мы внесли вишенку на торте в добычу ископаемых. При разрушении железной руды есть небольшой шанс выпадения неочищенного сапфира. Этот драгоценный камень нужно высушить, механика растения, и продать в ювелирный магазин, предварительно пройдя квест. Кто помнит из рассказов ювелира, сапфиры невероятно редкие, поэтому чаще всего их меняют у норвежцев на наши алмазы. Из плюсов не нуждаются в термообработке, достаточно установить где-нибудь на солнце, чтобы высушить и очистить. Процесс быстрый. Новый вид заработка — кладоискатель. Около трейлеров Виллистона добавлен квестовый NPC, продающий металлоискатели. Механика достаточно простая. Удерживая левую кнопку мыши, через какое-то время перед персонажем вскопается горсть с земли с соответствующим звуком, удалив который вы получите металлический, латунный, серебряный или золотой предмет. Его же можно продать за деньги, иногда очень неплохие. Каждый последующий металлоискатель выдает на порядок более редкие и дорогие вещи. В телефон добавлены контакты юристов, адвоката и прокурора. В продажу черного рынка добавлена обойма SVD 762 X54R. Новый интересный сюжетный квест Scorpion. Теперь вам предстоит исследовать червоточину и разобраться со всеми странностями, что там происходит. Баг-защита сервера снова включена. Звук мусороизмельчительного пылесоса стал заметно тише. Вместимость стартовых штанов увеличена с 2 на 2 до 3 на 2 ячеек. В модпаку сервера добавлен английский перевод. Если изменить ваш язык Steam на английский, все модификации сервера будут использовать соответствующую локализацию. Так что в повседневном плане для вас ничего не изменится, за исключением отображения названий предметов в некоторых плагинах, где показывается имя объекта, теперь английское. И примечание, если у вас в Steam стоит украинский язык, сервер будет устанавливать английскую локализацию по умолчанию.
Фух, наконец-то я родил этот патчноут, даже в горле начало немножко першить, надо будет пойти водички выпить. Огромное спасибо, что досмотрели ролик до этого момента, как говорится, осведомлен, значит вооружен. Вам не придется самостоятельно разбираться со всеми вышеперечисленными механиками, чего стоит только механика с автозаправочными станциями. Установка бура, заправка углем, эта информация просто требует времени для изучения. Ну а так, заходите на сервер, играйте, рассказывайте друзьям, сейчас встретимся там, в ближайшие пару часов я точно буду онлайн, примерять новые костюмы, так сказать, общаться с игроками, администрацией. Давно не виделись. Всем спасибо.